Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вас ждет поистине фееричный выпуск, ведь герой почти каждой номинации легко мог бы стать воином недели. Очень много фрагов, вот что мы сегодня увидим. Но сначала, как всегда, разогрев. Для начала растопим льды зимнего Химмельсдорфа с помощью ГВ Е100. Типичные страдания артиллерии нахимков вот-вот должны закончиться. Счет 9-13 и начался захват базы. Немец уже потирает руки в ожидании ангара. И вот ИСУ-152 стреляет, и снаряд уходит в гуслю. Да ладно, ну что ты? Ну сделай мне больно. И рикошет. Да что с тобой не так? Давай еще раз. Раз, два, рикошет еще раз. Беспомощный, как программист в качалке. Смерть твоя пришла. Едем дальше. Продолжим разогреваться на карте Карелия. Тут все очень грустно. Время идет, друзья уходят от Т-28, ничего уже не радует. Смириться с одиночеством? Нет, наш герой решается. Едем на свидание. Романтические болота, завораживающие скалы, танцы, интим. Все как ты любишь. Вот только что-то тут не так. Ах ты маленький извращенец. Сидел он в своих кустах. Смотри мне. Чтобы закончить разогрев, снова вернемся на зимние Химки. Что будет, если на встречу литераторов попадет разъяренный Халк? Ответ прост. Будет Месилова. МС-1 остался против 8. Ну что же, Халк крушить, Халк ломать. Наш зеленый бодибилдер продолжает уничтожать всех и вся. В одну калитку. Запомните этого парня и обходите стороной. Растет статист. А на этом разогрев окончен. Переходим к номинациям. Воином этой недели становится игрок с ником 13Den13. 13Den? Колготки какие-то. Ну да ладно. Наш герой садится на свой любимый Т-62А и попадает на степи. Доверия к светлякам представитель советов не испытывает и решает взять их работу на себя. Услышав команду в бой, потомок таракана рванул на вторую линию и начал подсвечивать врагов. Такой наглости соперники не то чтобы не ожидали, им все равно. 62-й светит и дамажит, а соперники убивают союзников. Надо что-то делать. Момент X наступает не в конце боя, а прямо сейчас. Ни Як-Тигр, ни ФВ не могут нам противостоять. Наш герой выскакивает на ПТшки и мастерски разбирается с ними. Ситуация чуть выровнялась, но расслабляться рано. Обстреливаем засвеченных врагов около нашей базы. Батшат путается под ногами, но не страшно. Ну, как не страшно? Страшно, конечно. Ну да черт бы с ним. Пока можно забрать 1390 и поклевать Мауса. Настало твое время, французская имбомашина. Уничтожаем Батшата и приступаем к Маусу. Большой он, попасть легко. А вот АМХ-12Т не спасли даже маленькие размеры. И правильно, после немецкой мыши он буквально на один укус. Продолжаем бесчинствовать, и Т-26Е4 платится за неправильную парковку посреди дороги. Фух, можно выдохнуть. Счет 9-6. Едем через поле и по пути забираем 6-го ИСа. Дальше Т-34. Он, конечно, настоящий крепыш, но не тогда, когда мирно стоит бочком и воюет не с нами. Вражеская арта забирает 7-го ИСа, и кажется, что у врагов появляются шансы. Но коллективное уничтожение ФВ-4202 и легкое убийство МХ-12Т сводят эти шансы на нет. Наш герой без проблем знакомит артиллерию с госпожой Смертью, а союзный Маус заканчивает бой выстрелом в ИС-7. 12 фрагов, больше 7000 урона и отличные действия в самый важный момент боя приносят игроку с ником 13Den13 звание лучшего воина этой недели. Поздравляем! Защитником этой недели становится игрок с ником Сахулт на Су-100. Стандартный бой на хайвее не сулит ничего хорошего. Первый выстрел нашего героя при счете 2-6 тому яркое подтверждение. Еще чуть-чуть повоевать Сушка успевает, а вот потом тишина. Лишь когда враги разломали всех в городе, у нашего героя снова появляется работа. Начался захват. Легкий выстрел по адскому коту отправляет его обратно в ад, а меткий выстрел по штугу как бы намекает: не высовывай макушку. После таких активностей нас, конечно, обнаруживают, и теперь надо откатиться. Последние союзники умирают, так и не добравшись до вражеской базы, и Су-100 остается одна против 7 врагов. Красная полоска продолжает наполняться, и пора действовать. Убиваем ПЗ-4H и быстро едем на базу. А вот и прекрасный ваншотный квас. До свидания! Теперь остается только ждать. Занимаем наиболее удобную позицию для обороны и сидим.
Почти минута томительного ожидания наконец прервана вражеским Су-100. Выстрел по ПТшке летит мимо, и это должно было стать роковой ошибкой, но ответный привет приходит без урона. Второй раз наш герой ошибаться себе не позволяет. Из врагов остались Квас, 2 помятых Т1 Хэви и М3 Ли. По Су-100 стреляют из ниоткуда, но это не может помешать хорошенько вложиться в советского тяжа. Надо использовать местность, дабы не стать жертвой его гнева. Маневр КВшкой мы предвидели, но в самый ответственный момент там не хватает альфы. Попытка выиграть время. Откатываемся максимально далеко. Ох, как бы наш герой хотел заехать за красную линию. Но нет. Тяж выскакивает, выстрел и гусеница! Везение, ошибка врага или мастерство нашего героя? Сейчас это не важно. На горизонте появляются 2 Т1 Хэви. Один есть. На этот раз альфы хватает запасом. Откатываемся подальше, чтобы обмануть врага. И у нас это выходит. Его ствол направлен в одну сторону, а смерть подкрадывается с другой. Ждать М3 Ли из города. Вот последняя задача в этом бою. Ожидаем врага, но он неожиданно появляется с другой стороны. Резко поворачиваемся и удивительно легко вколачиваем последний гвоздь в крышку гроба красной команды. Наш герой проявил мужество, набил аж 10 фрагов и отбил свои владения в почти безнадежной ситуации. Именно за это мы и награждаем его званием защитника этой недели. В номинации «Снайпер недели» мы, как обычно, покажем вам подборку из 3 лучших попаданий. И для начала перенесемся на Эрленберг. Исторический бой между советской и немецкой техникой в начале сражения ИС едет вдоль речки по своим важным делам. Но дела эти надо отложить. Вражеский штук пробрался неприятно далеко и явно ищет смерти. Аккуратный и меткий выстрел между домами приносит союзной команде первый фраг, а нашему герою бронзу в номинации «Снайпер недели». Следующий снайпер обосновался на Зимнем Химмельсдорфе. Серебряный призер Якпанзер Е-100 решил попростреливать площадь. А что? Ну фонтан тут да, ну союзный батшат маячит. И что? Выстрел по С3 все равно достигнет цели. Посмотрите еще раз. Точнёхенько в обход всех препятствий. Отличный выстрел. Лето пришло, и Зимний Химмельсдорф превратился в летний. Именно тут мы и найдем нашего лучшего снайпера недели. Для этого перенесемся в конец боя. Наш герой на Су-122-54 вскарабкался на гору, а все союзники жаждут забрать последнего врага. Враг, кстати, хочет испортить жизнь нашей команде по максимуму. Вот он выскакивает на рту, та обороняется и оставляет ему 8 единиц прочности. Сведение, выстрел и уха! Какое попадание! Гляньте еще раз, оцените. Враг шел на неплохой скорости, а наш снайпер умудрился попасть в такую щелочку. Что ж, это явно заслуживает звания снайпера этой недели. Поздравляем игрока с ником Айдаркерей. Ты сегодня лучший. Стальной стеной этой недели становится игрок с ником Андрей и какие-то цифры на Як-Тигре 8-8. Как я уже говорил, много фрагов – вот главная отличительная черта наших сегодняшних участников. Но стальная стена на то и стальная стена, чтобы уметь не только убивать, но и выживать. В начале боя наш герой активно перемещается и воюет. И судя по скорости слива союзников, он единственный, кому не наплевать на исход боя. Первый по-настоящему серьезный соперник в лице КВ-5 легко отправляется в ангар. Выстрелить-то он успел, но вот толку от этого не было. Очередной круг по улочкам Руинберга приводит нашего героя на встречу с прототипом. Почему это важно? Да потому что он явно самый опасный соперник. Смертельный для американца размен выстрелами, и вот теперь начинается стальная стена. 1 против 9. Веер из вражеских танков в комплекте с лобовой броней в 250 мм – это приятно. Соперники стреляют, гневят судьбу и снова стреляют, а наша ПТшка просто выколачивает из них урон. 1 за 1. Грамотное танкование бортом и развод на гусеницу – отличная тактика против любого врага. Конечно, нельзя не отметить, что из соперников лишь Су-85 догадалась зайти немцу в бок, а остальные, как птица-говорун, отличаются умом и сообразительностью. Пернатые неприятели продолжают исчезать, как деньги после зарплаты, а Яга впитывает знания, вражеский гнев и, конечно же, урон. В итоге немецкий прем наколотил 12 фрагов, остался жив и даже позволил себе не искать последнего соперника, а просто победил захватом. Вот такая воинственная стальная стена. Поздравляем! Вот мы и добрались до главной номинации «Лучший реплей недели». Почетное звание, золото и медаль достаются игроку с ником Рамзес-1 на непроизносимой французской премиум-арте. Как вы уже поняли, закинула нас на карту «Скрытая деревня» в стандартный бой. Относительно быстренько заняв удобную для арты позицию, наш герой успел набить 2 фрага и почти полностью разобрать третьего. Но этого мало. Рамзес успевает пополнить свою копилку фрагов вражеским Т-34, и тут же наступает опасный для арты момент.
Неприятельский Т-49 врывается на базу и начинает нещадно уничтожать союзную САУ. Наш герой вколачивает в него несколько снарядов, но спасти союзника не успевает. Враг убит, но какой ценой? Одна союзная арта уже готовится к следующему бою в ангаре, а у нас осталось 33 хп. Дела у нас плохи. Прятаться сейчас жизненно необходимо. Ждем. А вот и враг. Чиха меткостью не отличается, так что ты скорее чихуахуа, а я корейский повар. Все, теперь я легенда. Почему? Потому что началось нашествие зомби. Хетцер выдал себя криком «Фугасы! Мне нужны твои фугасы!» и был убит. Почти сразу на нас выскакивают еще 2 звезды сериала «Ходячие мертвецы» — ПЗС ФЛ-4 и САУ-40. Смертельный плевок для первого и 2 выстрела для второго. Вот залог успеха. Начался захват, и это Медиум 3. Сбитие вслепую не проходит, и тут же надо прерываться. Очередной желающий полакомиться тем, чего у него нет, и это вражеская САУ. Прикинуть направление ветра и дважды выстрелить. Методика отлажена. Красная полоска продолжает наполняться, но жадность захватчика стала для него судьбоносной. Решил пострелять. Ну-ну, удачи. Есть 10 фрагов, союзный КВ-1 встал на захват, и осталась одна вражеская арта. 10 фрагов? Это красиво. Бой спокойно заканчивается захватом базы. Не самая боевитая машина, оказавшись в критической ситуации, смогла не просто отыграть достойно, а действительно затащить. Именно за это наш герой и получает звание лучшего реплея недели. Поздравляем! Ну и на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш новый канал. И помните, что существует еще канал пользовательских видео. Он тоже может быть интересен для вас. Новая серия передачи «Все по таймингу» и самый лучший бой достойны вашего внимания. А совсем скоро на нашем официальном канале появится долгожданный фильм «Танки пахнут болотом». Не пропустите и его. Вот теперь у меня точно все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока. Ну и не забывайте ставить лайки. Спасибо.